Всем привет, с вами Дэн, и у нас очередной шедевр от гонконгского бренда ATOVAC. Давайте смотреть новиночку. Ой, чувствую, сегодня будет нечто потрясающее и фантастическое, потому что вы просто посмотрите на эти часы. Называется модель ATOVAC Cosmo Fleet, то есть Cosmo Flot, новаторская модель с блуждающим часом. Ну, ATOVAC, по крайней мере, пока что все модели делают с блуждающим часом, но эта модель шаг вперед. И здесь как будто бы у нас с одной стороны космические двигатели, космический корабль, с другой стороны по орбите среди звезд движется тот самый блуждающий час. Но это не тот блуждающий час, который я вам показывал в предыдущих моделях от ATOVAC. Здесь серьезный гигантский шаг вперед. Но обо всем по порядку. И давайте, я вам упаковку, к сожалению, не могу показать. И огромное спасибо ATOVAC, что они дали возможность посмотреть и показать вам эти часы, пока они еще даже окончательно и не вышли. Вот здесь инструмент есть для замены ремешка в комплекте будет. И вот такой потрясающий Tiffany ремешочек. В базе, как видите, идет резина, а сверху у нас ткань такая, да, нейлоновая. А можно будет сделать часы гораздо более веселенькими и такими, я бы сказал, праздничными. И посмотрите, какая застежечка. А? Вот сколько труда было вложено для того, чтобы сделать вот эту застежку. Это технологично, это красиво, и таких, конечно же, я не встречал. Ну и, как всегда, у ATOVAC качество исполнения, конечно же, просто превосходное. И посмотрите, вот важный нюанс, да, который показывает внимание к деталям. У нас бакля на базовом ремешке идет титановая, а бакля на дополнительном ремешке идет уже титановая с покрытием. То есть они заморачиваются вот с такими мелкими деталями, чтобы сделать, ну, поинтереснее, повкуснее. И давайте теперь расскажу здесь про индикацию времени. Ну, оно объемное, все движется, трехмерное отображение, и оно является инновационным. Блуждающий час движется по орбите, эту схему ATOVAC разработал сам, и она отличается от любых других способов индикации времени. Управляется это все, как видите, такими тремя, да, частями, тремя сетами механических модулей, как бы механических кораблей. Да. Трехмерные стрелки движутся по кругу, и система состоит из 44 деталей, которая изготавливается из 6 материалов, да, включая титановый сплав, латунь, нержавеющую сталь, алюминиевый сплав, рубины и также нейлон используется. И допуски всего 0,005 миллиметров у нас по этому модулю на циферблате и по механизму. Также ATOVAC использует систему одного штифта, на который крепится, собственно, весь этот модуль, эти трехмерные стрелки к циферблату. Ну, а как говорят, это напоминает стыковочные сложнейшие механизмы, используемые в современных космических аппаратах. При этом ATOVAC заявляет, что разработал первую в мире многосегментную конструкцию нажимного типа, систему колонных колес для этих самых трехмерных стрелок. И в целом это используется, это более сложно, чем, например, женевский привод, который традиционный для часостроения и используется в других часовых механизмах. А здесь ATOVAC сделал еще более продвинутую систему. Вот можете посмотреть на схемах. Ну и основные компоненты системы делаются из титанового сплава 5 класса. Дополнительные модули включают 24 плюс 3 рубиновых камня. Они надстроены над японским механизмом Miyota 9029. Корпус исполнен из авиационного титана. Обработка корпуса занимает более 260 минут. И допуски по корпусу не более 0,02 мм. Механизм здесь, да, базовый Miyota. С надстройкой механизм ATOVAC называет AK06SA. Запас хода 40 часов, ну 38 часов, да, там по Миоте. Сапфировое стекло с внутренним антибликом, корпус титан, водозащита 30 метров, швейцарская суперлюминова на метках и стрелках, 2 ремешка в комплекте. И что касается цены, то по предзаказу она была $2700, ритейл будет $3000 по этим часам. И давайте по размерчикам коротенько пройдемся. Значит, у нас ширина 39,3,
ну, если так можно выразиться, длина или от ушка до ушка получается 48 практически. Высота, с учетом того, что стекло изогнутое, сложное, 16,2. Ну и ремешок в широкой части, где крепление, тут практически 30 миллиметров. Ну, ремешок, как я уже показал, есть в запасе, а так сторонний, если вы можете ставить только от мастеров. Посмотрите, вот, знаете, несмотря на эту потрясающую индикацию, первое, что хочется посмотреть, это, конечно же, пескоструйный корпус титановый, который очень технологично выглядит. И, казалось бы, он не должен перетягивать на себя внимание, все внимание идет к индикации, но корпус потрясающий. Реально такой на запястье небольшой космический корабль. Мне нравятся вот эти углубления, да, которые с каждой стороны сделаны. Мне нравится, что он такой выглядит как многосоставной корпус. Он изогнутый, то есть стекло идет изогнутое, корпус также изогнутый. Посмотрите, какое сложное стекло. Оно многогранное, такое окошко у нас получается. Корпус соединяется винтами. Задняя крышка частично прорезана. Здесь как раз механизм Miyota с симпатичной отделкой. Ну и кастомный ротор, где есть вот в том числе логотип ATOVAC. Да? Ну и задняя крышка как раз на тех же самых винтах, которые сквозь корпус идут. И то же самое на таких же винтах у нас крепится ремешок. Ремешок вплотную, видите, да, прям прорезь под корпус, поэтому на запястье должно быть красиво. Ремешок потрясающий, приятный, у ATOVAC они всегда хорошие, но этот стал, как мне кажется, еще лучше, чем предыдущий. Очень мягкий, очень приятная здесь канвас ткань и сделан на высоком уровне, и чувствуется, что это часы дорогие. Да, в принципе, сразу, когда берешь эти часы из коробки, уже есть ощущение того, что это, конечно же, дорогие часы. Ну и вот мое запястье 18,5 в обхвате. Да, они высокие, да, они большие, но за счет титана, вот такого матового, размер скрадывается. И в целом я бы сказал, что это не такие уж и крупные часы, с учетом их функционала и с учетом, что это в принципе такое, я бы сказал, устройство необычное, предмет вот именно технологичный, то есть это не просто такая некая индикация времени, это уже высокое часовое искусство, которое приятно, конечно же, иметь на запястье. И такие часы обычно бывают всегда в Versailles. Вот все, что связано с технологией, с космосом, да, вот чтобы немножко такое, да, я бы сказал, показушное, чтобы притягивать взгляд. Но здесь очень сдержанно, очень сдержанно. И в том числе за счет цветов. Нет никаких термоядерных цветов на циферблате. Все сдержанно, поэтому хорошо сочетается с этим самым таким строгостью титана. Ну, у нас заводная головка не завинчивается. Можно немножко подзавести. И давайте попробуем сделать, наверное, самое главное, подвигать этот самый механизм. И как вы видите, указатель на модуле в данном случае показывает всегда минуты, да, шкала минутная, а сверху как раз модуль показывает час. То есть у нас сейчас час 45 минут. Идем дальше, час 50, час 60, 2 часа. Начинается 2 часа, 2 часа 50, 2 часа 60. Дальше идет 3 часа. Дальше идет 4 часа, и так вот у нас непрерывное идет движение по циферблату. Завораживает и невероятно, конечно же, красиво. Ну и посмотрите этот самый объем по циферблату, он невероятный. Знаете, вот обычно ухищряются производители, чтобы сделать такой красивый, вкусный, сочный, объемный циферблат. А здесь это не надо делать, потому что он по-настоящему объемный. Вот эта индикация, эти три модуля, они крупные, они большие, они объемные, они движутся постоянно. И они находятся вот на таком вот постоянном, как будто бы космическом корабле, который все время показывает какое-то вот направление. Ну и дальше вот здесь очень удобно на самом деле. ATOVAC читаются удобно, как в принципе их, так сказать, идейный вдохновитель Урверк. Качество потрясающее, внимание к деталям, посмотрите, это круто, это причем без украшательств, именно вот одна такая голая технологичность. Мне нравится именно вот такой стиль. Опа, смотрите, какой здесь, да, логотипчик на сапфире, как на роликсе делают у отметки 30 минут. Прикольно, интересно. И логотип второй еще у отметки, ну как бы в обычном смысле у отметки 12 часов. Что по итогам? Ну, безусловно, это такая китайская версия высокой хорологии.
Да, понятно, откуда они вдохновлялись, слушайте, но эта индикация потрясающая. Это очень красиво, это технологично, и, наверное, на данный момент это моя любимая модель от AVAC, потому что вот здесь, наверное, они сделали ее чуть более сдержанной, и индикация стала еще чуть более интересной и невероятно сложной. И в целом эта модель на запястье смотрится строго, круто и потрясающе дорого. Наверное, дороже, чем они на самом деле стоят. Ну, а понятное дело, что это на любителя, на ценителя. И, конечно же, это не первые, да и не последние часы в коллекции. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.